Привет, друзья, и всем, кто заглянул на мой канал. Сегодня готовлю куриный рулет, но необычный. Он приготовлен из целой курицы. За счет интересной разделки мяса от костей выходит рулет с румяной куриной корочкой, а внутри начинка, грибы с яйцом и зеленью. Такой рулет делала впервые. Научилась его делать. Есть такой интересный кулинарный канал, называется «Универсальная кухня». Там профессионально человек занимается кулинарией больше 10 лет. И, конечно же, у него это блюдо шикарней, с другой начинкой. Заходите, друзья, и увидите сами, подписывайтесь к нему. Я с его разрешения сделала свой деревенский вариант рулета. Думаю, у меня вышло. Внутри начинка из грибов, опят, вареные яйца и зелень. Получился очень такой даже вкусный, румяный, аппетитный. Дима, спасибо тебе за рецептик. Вот, друзья, из одной курицы вышел такой замечательный, аппетитный, праздничный рулет. И еще и на бульон осталось. Вот у меня такая курица. Курица домашняя, да, такая немного гончая, то есть не жирная, не толстая, такие, как продают в магазине. Ну ничего, я попробую из нее, думаю, все получится. Мне надо разрезать вот так по грудке и отъединить вот эту внутреннюю часть, внутреннюю кость, ноги, крылья. Тут, где суставы, отламываю и обрезаю по кости ножом с одной стороны и с другой. Когда дохожу до суставов, надрезаю и до самой спины. И вот так вот. Эта часть мне не нужна. Все, тут, где крылья, тоже отрезала. Но самое сложное вот тут, где получаются крылья. Если бы курочка была пожирнее, наверное, мне бы с этим справиться было бы полегче. А тут такая деревенская она у меня, гончая. Но зато мясо будет вкусное. Вот так вот. Самое сложное, вот когда уже доходишь до спины. Ну, если даже кожа немножко пострадает, думаю, ничего страшного. Потом все свяжется. Вот так вот. Ну, немножко, понятное дело, что поиграться надо. Ну, так, для первого раза нож надо такой тонкий и острый. У меня немного неподходящий. Все, отсоединяю я. Кость отсоединилась у меня от кожи. Вот, самое сложное, по сути, позади. Вот так вот. Все, кость на бульон. Еще будет вкусный бульон. Теперь дальше. Надо мне избавиться от лап и крыльев. Вырезаю я куриные бедрышки. Очищаю от кости мясо с одной стороны. И точно так же с другой стороны. Просто надрез вот вдоль кости, как кость идет.
Вот так вот я делала надрез один с одной стороны и с другой вот стороны. Вот так удобнее всего мне показалось. Вот. Разрезаю до самого конца вдоль сустава. И с другой стороны еще один надрез, и практически кость уже вот отошла. Ну да, немножко так поиграться надо. Ну, в принципе, медленно, уверенно все получается. Все, отрезала. Все, кожу распределяю. Теперь остались крылья. Они мне не нужны. Надо как-то благополучно от них избавиться. Так, чтобы меньше всего пострадала кожица на курице. Вот. Крылышко будет в бульончик. И точно так же с другой стороны. Все мясо я распределила. Грудку вот так пополам разрезаю и раскладываю по тем местам, где нету мяса, где меньше всего. Как раз это на спине получается. И все, там все мяско, пустые места. Еще мяско раскладываю там, где надо. И все, сверху теперь пленкой накрываю, отбиваю хорошенечко мясо, чтобы оно было помягче. Все, сняла. Теперь дальше посолю по вкусу и приправки. Приправки тут у меня смешанная для курицы. Это куркума, тимьян, базилик, майоран, немножко розмарина, перец черный и красный. Такая приправа у меня для курицы. И теперь начинка. Я подбирала вот такие опята мороженые. У меня просто такие шляпки. Нарезать их не стала, чтобы они лучше форму держали. 2 яйца вареных вкрутую и петрушка присыпала. И тут еще одно яйцо сырое я взбила и полью сверху вот на это все дело. Вот так распределю, для того, чтобы когда мы будем нарезать начинку, чтобы она не разваливалась, а держалась вся вместе с мясом, совсем, чтобы оно как бы яйцо скрепит. Вот я так решила сделать все и стараюсь свернуть аккуратненько. Вот там, где кожа больше всего пострадала, вниз. И теперь надо все ниткой связать. Сначала вокруг связываю один виток. И дальше вот один держу нить. И вот под низ продеваю. И вот таким вот образом буду сворачивать весь рулет. Связала ниточку, эту короткую, взяла я под низ. И все, вот такими сворачиваю, как бы ее, чтобы все держалось, ничего при запекании не развалилось. Все, под низ. И опять продела через нить. Все легко и просто, сложного ничего нет. Тут вот краешек, чтобы тоже не разваливался, его обворачиваю и тоже ниточкой продеваю нитку через каждый виточек вот этот.
И на небольшом таком расстоянии вот эти поперечные ниточки, чтобы хорошенько все скрепилось. Если нитка заканчивается, я ее связываю, отправила в форму и сверху буду смазывать. Тут у меня столовая ложка меда, смазанная, смешанная с горчицей. И смазываю рулет свой со всех сторон, так чтобы корочка такая получилась хорошая, аппетитная, румяная у курицы, да? В духовку 180 градусов, минут 30-40 где-то минут выпекался мой рулет. И вот посмотрите, какой ароматный получился. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь. Пока-пока.